Как только речь заходит о какое-то ограничении свободы слова или там проявлении и так далее, ее там в том же, допустим, и интернете, сразу возникает вопрос, в каких целях это будет использоваться. То ли с точки зрения действительно того, что просто противозаконно, ну, а у нас никто не отменял статьи, там, разжигания там, национальной розни и так далее. Только она не применяется. К сожалению, там каких-нибудь блогеров, которые оскорбили губернатора и так далее, их могут там дать им условный срок или, ну, как-то хоть примерно наказать. Но я еще что-то ни разу не видел, чтобы наказали там людей, Нет, которые... но вы, допустим, знаете ситуацию вот, тех же Соединенных Штатов Америки, там, допустим, если какой-то даже такой известный популярный артист, как Мел Гибсон, позволяет тебе это просто сентенцию такую антисемитскую, и сразу же он вынужден буквально там, извиняться и чуть ли не на коленях извиняться и оправдываться, говорить, что он не это имел в виду и так далее. То есть это при той свободе слова, которая существует там. Я думаю, что у нас тоже должна быть. Мне кажется, что тут даже дело не в ограничении свободы слова или там цензуре, а дело в том, что люди, которые высказываются, в том числе и в интернете, должны нести ответственность за то, что они говорят. Да, конечно. И должны работать законы, которые... Да, допустим, почему то, что обликовано в газете, это преследуется законом, а в интернете, который более доступен и большей массе людей, это все как бы остается безнаказанным. И тут, конечно же, я думаю, что мы еще не готовы вот, с точки зрения нравственности, с точки зрения культуры, к той свободе слова, вот, о которой сейчас принято говорить. Потому что если общество не готово, я говорю, к саморегуляции в разных сферах, соответственно, государство должно регулировать эти вещи, потому что если оно хочет как бы, остаться единым, остаться как бы, единым государством, иначе последствия просто непредсказуемы. Я вот читаю интернет, мне просто... Мне как-то даже не страшно, а стыдно. Не стыдно, вот, потому что мы все-таки граждане, жители одной страны. И вот тех, кто родился, жил там, служил в армии в советское время, у них как-то вот это ощущение единого пространства, даже государственного, осталось. Потому что когда я бываю в Казахстане, Грузии, Белоруссии, у меня все-таки вот до сих пор осталась какая-то ностальгия и ощущение, что я вот в своей стране. То есть оно не проходит, и это не связано там, с моими взглядами политическими там, и так далее. К сожалению, вот у нынешней молодежи у нее нет. Ну, у нее по объективным причинам нет. Понятно, они живут но... уже разных странах. Да, но у них должно быть ощущение этого пространства, вот, как российского, как вот, единого государства, независимо от того, калмык он, кавказец он. Хотя понятие кавказец тоже такое очень некорректное ни с точки зрения этнологии, ни с точки зрения политики, потому что Кавказ это настолько многонациональная, многоконфессиональная, да. Даже, кстати, разнорасовая страна. И в этом смысле я думаю, что мы пока вот начинать надо с первого класса, с детского сада. То есть детей нужно учить толерантности. И в школе дети должны знать о том, что вот есть, да, русские. Но, с другой стороны, все-таки, мне кажется, в России недостаточно возможностей для русских, для вот самовыражения собственной идентичности, русской идентичности. Мне кажется, все-таки, допустим, если люди хотят в каком-то виде быть представлены в самых различных структурах, независимо общественных и прочих, как русские, если они хотят развивать там, допустим, именно русскую культуру, и прочее. То есть я думаю, что вот это тоже было бы таким клапаном, который немножко бы сняло бы это напряжение. То есть я думаю, что по этому поводу опять же должны думать наши идеологи, те, кто формирует государственную политику, в том числе и в области межнациональных отношений. И когда сейчас государство отмахивается и говорит, что мы не будем создавать орган, который бы регулировал межнациональные отношения в России, я думаю, что это опять же большая ошибка. Такой орган должен быть, и он должен продумать стратегию вот, национального развития России, развития межнациональных отношений в России на ближайшие 50 лет. Так, чтобы через, допустим, 10-20 лет Россия не развалилась как федеративное государство. А то, что мы видим сейчас, по сути дела, все предпосылки к этому ведут. То есть это взаимная ненависть, неприятие, ксенофобия, и на уровне, таком общем уровне постоянном снижении культурного, то есть
уровне снижения культуры, когда культура все падает, кажется, что уже дальше некуда. Но, в принципе, кажется, есть, как говорится, нет предела совершенства, и в этом смысле слова тоже. И поэтому, мне кажется, все-таки вот здесь должны работать совершенно разные какие-то институты, то есть общественные, образовательные структуры, государственные. Если, допустим, даже и нужно, то и как бы... Но кто-то же должен это координировать все равно. Я и говорю, это должно как-то быть централизовано где-то. Да, для этого и должна создана какая-то федеральная структура. Это может быть министерство, это может быть департамент. Это, в принципе, как угодно можно назвать, но необходимость назрела, и без этого вот сейчас просто масса разных общественных организаций, разных структур выступает с какими-то предложениями и прочими вещами. На самом деле, вот без такой целенаправленной работы, которая бы была сконцентрирована в одном месте, в одном органе и руководилась бы сверху, без этого эту проблему тоже не решить. То есть я думаю, что вот наряду с экономическими проблемами, вот проблема межнациональных отношений, она должна стать такой стратегической для российского правительства, для президента, для самых различных структур общественных и вообще для всего населения России.